Рада приветствовать всех любителей вязания. Хочу с вами поделиться вот таким несложным, красивым полуажурным узором. Итак, начнем. Я прикреплю схему узора, чтобы было проще и нагляднее видеть, что я делаю и показываю. И вам в дальнейшем будет проще, возможно, вязать по схеме. Раппорт этого узора составляет 12 петель в ширину и 20 рядов в высоту. Для образца, для показа я набрала 14 петель, 12 петель узора и 2 кромочные петли. Первый ряд кромочная. Далее идет 4 лицевые петли, 3, 4, 4 изнаночные петли, 2, 3, 4 и снова 4 лицевые петли. 4. Я провязала один раппорт, далее повторяется с изнова 4 лицевые, 4 изнаночные и так далее. Заканчиваю ряд кромочной петлей. Второй ряд и все четные ряды вяжутся в этом узоре по рисунку. Кромочная петля, 4 изнаночные петли, 4 лицевые петли, 2, 3, 4. И заканчивается раппорт 4 изнаночными петельками. Далее кромочная петля. Третий ряд. 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Изнаночная. 2 лицевые. 1, 2. И изнаночная петля. Далее 4 лицевые петли. Кромочная. Изнаночный ряд вяжем точно так, как предыдущий по рисунку. 4 изнаночные петли, лицевая, 2 изнаночные, лицевая и 4 изнаночные. Заканчиваю ряд кромочной петелькой. Пятый ряд узора. Кромочная, 2 лицевые. Далее идут 2 вместе с наклоном вправо. При моем способе вязания я петельки меняю дольки их, чтобы передние дольки были вверху. И провязываю их как 2 вместе лицевой. Далее идет изнаночная петля, лицевая петля. Далее идет двойной накид. 1, 2. И симметрично. Лицевая, изнаночная. 2 вместе с наклоном влево. Я беру 2 петельки,
они правильно у меня расположены, и провязываю как 2 вместе с наклоном влево. Далее 2 лицевые и заканчиваю ряд кромочной петлей. Вот так выглядит узор на данном этапе. Изнаночный ряд я вяжу по рисунку. Единственной особенностью будет провязывание двойного накида. Лицевая, изнаночная. Я дошла до двойного накида. Первый накид я провязываю изнаночной петлей, как обычный накид. Придерживая второй накид, я первый снимаю, а второй накид провязываю лицевой петлей. Вот таким образом. Далее вяжу по рисунку и заканчиваю ряд кромочной петлей. Кромочную в изнаночном ряду я делаю изнаночную скрещенную петельку. Вы вяжете как вам удобно. Следующий ряд узора. Кромочная, лицевая. Далее 2 вместе с наклоном вправо. Я переснимаю петельки, меняю местами дольки и провязываю их как 2 вместе. Вот таким образом. Далее изнаночная, лицевая, накид. Вот 2 накида, которые мы провязывали изнаночной и лицевой. В лицевом ряду вот этот накид, который провязывали как изнаночная петля, мы провязываем тоже лицевой петлей. Поддеваю, чтобы не была скрещенная петля, и вот таким образом его провязываю. Этот накид провязываю обычной лицевой. Далее идет у нас накид, лицевая, изнаночная, 2 вместе с наклоном влево, лицевая и кромочная лицевой скрещенной. Вот так формируется наш ромб. Изнаночный ряд я провязываю по рисунку. Накиды провязываются тоже изнаночными петлями. Вот накид — это обычная изнаночная петля. И далее до конца ряда накид, изнаночная, лицевая, изнаночная, еще одна изнаночная и кромочная петля. 9 ряд. Кромочная. Далее идут 2 петли вместе изнаночной. Для этого я меняю дольки местами, переснимаю, чтобы у меня были красивые петельки. Здесь можно другим способом провязать, сейчас я вам покажу. Но я предпочитаю для данной пряжи этот способ. И провязываю их как 2 вместе, вот, изнаночной петлей. Далее идет изнаночная, лицевая, накид, 4 лицевых, 3, 4, накид, лицевая, изнаночная и заканчивается раппорт тоже 2 изнаночными вместе. Можно провязывать, подхватывая вторую петельку, потом первую нить перед работой. Подхватываете 2 петли вот таким образом. Так, как вывернуть, чтобы было понятно. И провязывать их 2 вместе. Но мне в данной пряже не очень нравится, как выглядит 2 вместе вот таким способом. Поэтому провязываю, переворачивая петельки. И кромочная петля. Вы можете вязать тем или другим способом 2 вместе.
какой вам больше нравится и который лучше подходит под вашу пряжу. Изнаночный ряд провязываю по рисунку. Здесь в этом ряду нет никаких особенностей. 2 лицевые, изнаночная, накид, изнаночная. 2 вместе изнаночные, которые были в лицевом ряду, в изнаночном ряду они провязываются лицевой петлей. Вот эти 2 вместе, я их провязываю лицевой петлей. И кромочная. Следующий ряд мы будем делать все то же самое, только в шахматном порядке. Кромочная. 2 изнаночные петли. 1, 2. 8 лицевых. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И раппорт заканчивается 2 изнаночными петлями. Кромочная. Изнаночный ряд вяжется по рисунку. 2 лицевые, 8 изнаночных, и 2 лицевые. Тринадцатый ряд. Кромочная. Лицевая, изнаночная, 8 лицевых. Далее идет изнаночная и лицевая петля. 15 ряд. 15 ряд, здесь есть небольшая особенность в провязывании именно маленького образца в один раппорт. Смотрите, по схеме идет, что мы начинаем ряд накидом и заканчиваем раппорт тоже накидом. В полотне, вот мы провязали один раппорт, сейчас мы будем вязать вот этот ряд. И в полотне здесь идет двойной накид. Просто так как я вяжу просто один раппорт, я буду начинать накидом и заканчивать накидом. В целом полотне вы вяжете 2 накида, только начинаете и заканчиваете ряд одним накидом. А вот посерединке везде будет у вас двойной накид. Итак, кромочная, накид, лицевая, изнаночная, 2 вместе с наклоном влево, 4 лицевые и 2 вместе с наклоном вправо. Это мы закрываем наш ромб. Далее идет изнаночная, лицевая, и при вязании полотна далее идет двойной накид. В конце ряда вяжем один накид. Я вяжу один, потому что это у меня конец полотна. Изнаночный ряд провязываю по рисунку.
17 ряд. Кромочная, лицевая, накид, лицевая, изнаночная. 2 вместе с наклоном влево, 2 лицевые и 2 вместе с наклоном вправо. Я переворачиваю петельки, чтобы они не были скрещенными. Далее идет изнаночная, лицевая, накид, лицевая и кромочная петля. И провяжем последний лицевой ряд раппортом. Кромочная, 2 лицевые, накид, лицевая, изнаночная и 2 раза 2 вместе изнаночной. Я предпочитаю вот такой способ, вы выбираете тот, который вам удобнее. Можете поделиться со мной в комментариях, какой способ вам удобнее. Тогда я буду в образцах подбирать пряжу под тот или иной способ, потому что 2, 3, 5 вместе изнаночными используются очень часто в узорах. Я провязала 2 раза 2 изнаночные вместе. Далее идет изнаночная, лицевая, накид, 2 лицевые и кромочная петля. Изнаночный ряд вяжется по рисунку. Вот такой ромбик мы с вами провязали вместе, чтобы получилось у нас вот такое полотно. Этот узор замечательно подойдет как и для летних изделий, так и для деми, как отдельная часть, какой-то отдельный фрагмент изделия, вставка, то ли это будет по низу изделия, то ли это будет горловина в один ромб. Все это будет смотреться очень красиво. И как вы увидели, в исполнении узор очень простой и быстро запоминающийся. Всем легких петелек. До встречи на канале.